Друзья, для приготовления сливовой пастилы я буду использовать вот такие вот сливы. Я их уже предварительно очистил от косточек. И старайтесь выбирать именно сливу по суше, которая не выделяет сильно сок. Блендер, чашу. Блендер с чашей. Вы можете использовать погружной блендер, если у вас нету блендера с чашей. А если у вас нету блендера, то приготовите основу, пюре, вы можете, пропустив сливу, через обычную мясорубку. В чашу блендера перекладываю всю сливу. Друзья, сливу погрузил в блендер, теперь включаю ее, чтобы получилась однородная сливовая масса. Для высушивания я буду использовать противень, предварительно выстеленный пекарской бумагой. Размер моего противня составляет 37 на 33 сантиметра, но если у вас размеры другие, это не принципиально важно. Часть сливового пюре я вливаю поверх пекарской бумаги. Распределяю сливовое пюре по поверхности пекарской бумаги. Друзья, еще постарайтесь, чтобы сливовое пюре было меньше в середине. Старайтесь больше распределять по краям, потому что края быстрее подсыхают, а середина она готовится дольше. И очень часто многие, наоборот, серединку сильно забивают пюрешкой, и она поэтому не успевает за краями. Мягкая, липучая, когда так края уже готовы. Поэтому распределяйте равномерно, но делайте больше акцент на края. Оставшееся сливовое пюре выливаю на второй противень, также предварительно выстеленный пекарской бумагой. И распределяю сливовое пюре по поверхности пекарской бумаги. После того, как распределил пюре по пекарской бумаге, убираю противень в заранее разогретую до 70 градусов духовку на 7 часов. Но обязательно ориентируйтесь на свою духовку и проверяйте готовность, чтобы случайно не пересушить пастилу. Помните, что если у вас противень шире, у вас будет пастила тоньше, и при этом она приготовится чуть быстрее. Если у вас противни чуть уже, чем мои, у вас пастила будет чуть толще, и она чуть дольше будет готовиться. Обязательно учитывайте этот момент. Друзья, у меня духовка стоит на конвекции. Если у вас есть режим конвекции, обязательно ставьте режим конвекции. Если режима конвекции нет, то можно поставить просто вверх-вниз, но при этом пастила будет готовиться чуть дольше, поэтому всегда ориентируйтесь на режим, на функциональность своей духовки. Это очень важно. Друзья, спустя 7 часов рекомендую переложить пастилу на доски, чтобы она еще доходила и высыхала при комнатной температуре. И где-то примерно через 2 часа можно отделять пастилу от пекарской бумаги. Ориентируйтесь готовность пастилы по тому, как она будет сниматься с пекарской бумаги. Моя пастила остыла, и я сейчас вот так, смотрите, видите, она отделяется очень хорошо. Это уже видно, она готова. Вот так вот, осторожненько. Снимаю пастилу. И со второй пастилой проделываю идентичные манипуляции. Друзья, ну вот моя пастила. Она полностью готова, она просушилась. Она при этом очень ароматная. И сейчас покажу, как я ее сворачиваю в трубочки. И продегустирую. Формирую классическую трубочку из пастилы. Вот первая трубочка у меня уже есть. И со вторым листом проделаю идентичные манипуляции. При желании можно добавить сахар, но я в сливовую пастилу сахар не добавляю, потому что сливу, которую я покупаю, она сладкая, не кислая. Также при желании можно нарезать пастилу на порции. И в таком виде можно употреблять. Друзья, и после того, как сформировали трубочки, она уже полностью готова к употреблению. Сейчас попробую и скажу, какая по вкусу пастила получилась. Сливовая пастила получилась.
Очень ароматная, чувствуется яркий вкус сливы, как обычная классическая русская пастила. Она не жесткая абсолютно, она такая тягучая. В принципе, рецепт не сложный. Единственное, что это по времени. Она готовится дольше, чем классическая выпечка, потому что пастила, она пока просушится. На это нужно время. Но в целом рецепт очень простой. И действительно он того стоит, чтобы не покупать, а готовить для себя вкусную пастилу. Вы можете вставить и трубочки, как классический вариант, но я обычно просто режу вот в такие вот биточки. Также, если вы возьмете больше сливы, например, не килограмм, а 2 килограмма, и у вас есть возможность выпекать по 4 листа, вы можете выпекать в больших количествах. Тем самым коэффициент полезного действия вашей духовки будет использован максимально. И таким образом можно делать себе заготовки на зиму, вкус лета, чтобы не покупать дорогую пастилу, а вот, пожалуйста, готовите для себя. Друзья, хотел сказать спасибо всем, кто ставит лайки, пишет комментарии и делится моими рецептами в своих социальных сетях. Тем самым вы продвигаете канал. Спасибо вам большое, что посмотрели этот рецепт. И увидимся в следующем видео. Друзья, для приготовления пастилы... Пастилу готовим? Мы сливовую пастилу готовим. Да, пастилы.